Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Шура, и в этом видео мы с вами свяжем вот такую вот интересную сумочку. Сумочку мини. Шикарный узор, кто-то называет его кожей дракона, кто-то называет его просто шишечками. Сумка шикарная, очень интересная. Вот так вот она выглядит вблизи. Использовала я ремешок с сайта Пряжа Центр. Ремешок эко-кожа и называется цвет, по-моему, если я не ошибаюсь, лен. Да, лен. Ремешок 120 сантиметров, стандартный. Нам понадобится также 2 кольца карабина, чтобы одеть ремешок. Также можно носить эту сумочку вот так, за ручки просто. То есть можно с ремешком, можно без. Сумочка достаточно вместительная получается. Сюда очень много всего входит. Вот так вот внутри покажу, не знаю, видно, не видно. В общем, нам понадобится для вязания всего один моток пряжи. Я использовала пряжу Бисквит, цвет какао. В принципе, шикарно эти сумочки смотрятся в цвете бордо, в цвете, допустим, еловый. Очень мне понравился. Я лично маме своей подарила такую сумочку в еловом цвете, шикарно смотрится. В общем, эти сумочки подойдут под любой гардероб. Шикарно будут смотреться в любом цвете. Я такую себе вязала желтую на лето, и вот сейчас сделала вот такую в цвете какао на осень. В принципе, этот цвет универсальный, он у нас подойдет под любое время года, и вяжется она очень-очень быстро. Ссылочку на сайт производителя пряжи я оставлю вам внизу в закрепленных комментариях. Там же оставлю промокод на скидку 10% лично от меня. Еще раз повторюсь, один моток пряжи, ремешок и 2 кольца карабина. Все, что нам понадобится. Ну, хорошее настроение, чашечка чая, крючок номер 7 или 6, как вам удобно. То есть все зависит от вашей плотности вязания. Чем туже вы вяжете, тем больше размер крючка. Чем слабее вы вяжете, тем меньше размер крючка. Размеры сумочки я оставлю вам в описании. Если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Ну а теперь, чтобы не занимать много вашего времени, пойдемте вязать нашу сумочку. Итак, начинаем, как всегда, с набора цепочки из воздушных петель. Так, смотрите, цвет я буду использовать какао. Шикарный цвет. Я, если честно, в него влюблена. Итак, подготовим немного моток. Для этого разматываем его, чтобы нить не перекручивалась. Итак, смотрите, для начала мы оставляем хвостик для закрытия рядов. В этой сумке хвостик у нас достаточно большой, так как будем вязать мы еще дно. И плюс подниматься наверх, закрывать ряды, поэтому хвостик мы оставляем примерно метр. То есть вот такой вот длины у нас будет хвостик. Теперь хвостик мы подкладываем под рабочую нить, формируем петельку, придерживаем пальчиками, вставляем крючок в образовавшуюся петельку и вытягиваем вот так. Вот эту петельку сильно не затягиваем, она у нас тоже будет считаться. Итак, набрать нам с вами нужно 14 воздушных петель. 2, 3, 13 и последняя 14 петелька. Итак, во вторую петлю от крючка мы вставляем крючок вот таким вот образом и провязываем первый столбик. Вот так. Смотрите, чтобы столбики у нас были ровные, красивые, нам нужно держать рабочую нить вот таким вот образом, то есть чтобы вот эта вот изнаночная сторона лежала вот так вот на пальчике. Далее в следующую петлю мы вставляем крючок, вытягиваем петлю и провязываем еще один столбик. Далее следующая петля и третий столбик. Таким образом нам нужно провязать до конца ряда. И вот что у нас с вами получается. Я довязала до конца.
У меня осталась вот эта вот последняя петелька, которую мы с вами не затягивали. И в нее мы будем вязать поворот. Вставляем крючок вот таким вот образом. Захватываем нить и провязываем первый столбик. Далее снова в эту же петельку мы вставляем крючок, провязываем второй столбик. И сюда же мы провязываем третий столбик поворота. Ниточку подтягиваем, чтобы у нас не было здесь большой дырочки. И вот у нас, смотрите, 3 поворотных столбика. Далее вот эту нить, ее немножко подтянем вот здесь, чтобы она у нас сильно не торчала. Мы будем прятать вязание до конца ряда. Теперь смотрите, вот она первая петелька. Нить на крючке. Провязываем столбик. Далее вот она вторая петелька, вставляем крючок, нить прячем в вязание, третья петелька. И вот что у нас с вами получается. Таким образом мы вяжем до конца ряда. Итак, довязали до конца. Вот здесь вот у нас, смотрите, осталась последняя петелька. Из нее у нас выходит одна воздушная петля и один столбик. Теперь для поворота, так же как и здесь у нас должно быть 3 столбика, вот в эту петельку последнюю мы провязываем еще один столбик. Вот так вот. И теперь ряд будем закрывать нашим хвостиком. Вытягиваем его полностью. Далее, вот она вершина, самая первая вершина нашего ряда. Вставляем крючок с обратной стороны вот так вот под вершину и вытягиваем нить на изнанку. Вот так вот у нас будет выглядеть в этом моменте наше вязание. Итак, далее у нас есть вот такая вот перемычка от петли и середина вершины. Захватываем нить и вытягиваем. Все это дело подтягиваем аккуратненько, и вот у нас закрылся ряд без всяких швов. Первый ряд готов. Далее переходим к вязанию второго ряда. И второй ряд мы будем вязать таким образом. Находим, вот она наша последняя петелька, из которой выходит наш хвостик. Вставляем крючок в раскол ровно в серединку нашей галочки. Вот так вот это будет выглядеть, смотрите. Захватываем нить и вытягиваем первый столбик. Далее вставляем крючок сюда же, в раскол, в эту же петельку, и вытягиваем второй столбик. Вот у нас получилась первая прибавка. Далее у нас идет по рисунку воздушная петля подъема. Мы точно так же находим ее осторожненько, раздвигаем наши петельки и вставляем крючок точно так же в раскол в нашу петлю подъема предыдущего ряда. Первый столбик, и в эту же петельку мы вставляем крючок и вытягиваем второй столбик. В самом начале при обвязке второго ряда это будет сделать немножко сложнее, так как вот эти петельки достаточно туго сидят у нас. Далее вот она следующая петля поворотная. Мы вставляем крючок в раскол. Обязательно проверяйте, чтобы выйти ровно посередине. И вывязываем еще одну прибавку. Первый столбик, и в эту же петельку мы вяжем второй столбик. Вот так вот будет выглядеть наш поворот. Далее по прямой до следующего поворота у нас с вами 11 столбиков. В раскол вставляем крючок, сзади с обратной стороны проверяем обязательно и вяжем 11 столбиков до конца нашего ряда по прямой до следующего поворота. И последний 11 столбик. Вот что у нас с вами получилось. Далее у нас идет 3 столбика поворотных. Нам нужно с вами сделать 3 прибавки.
Вставляем крючок в серединку первого столбика. Сзади обязательно проверяем. Первая прибавка. Не забывайте, чтобы нить у нас лежала изнанкой кверху. Далее следующий столбик и вторая прибавка. И последний, третий поворотный столбик. Мы вяжем третью прибавку. Раз, два. Вот что у нас с вами получилось. Далее у нас с вами остается 11 столбиков по прямой до конца ряда. И последний 11 столбик. Вот так вот. Закрываем ряд нашим хвостиком. Вытягиваем его полностью сюда. Далее вот она, самая первая наша вершина. С обратной стороны вставляем крючок под вершину, захватываем хвостик и вытягиваем его наизнанку. Подтянем это все дело. И вот она, наша перемычка и середина вершины. Захватываем нить и вытягиваем. Теперь все это дело поправляем. И вот что у нас с вами получилось. Далее нам нужно связать еще один ряд. Вот он, наш последний столбик. Мы вставляем крючок в раскол нашего последнего столбика и вытягиваем первый столбик. Далее у нас по рисунку идет 3 наших поворотных прибавки. Что мы делаем дальше? В первый столбик прибавки мы вяжем одинарный столбик. Раз. И во второй столбик мы вяжем прибавку. Первый столбик прибавки. И второй столбик прибавки. Далее снова один столбик. И прибавка. Раз. И сюда же 2. Далее снова один столбик и последняя прибавка этого поворота. Раз, два. Вот так вот. Далее у нас с вами идет 11 столбиков по прямой, снова поворот, вяжем точно так же. В первый столбик прибавки мы вяжем один столбик, в следующий прибавку один столбик и прибавка. Далее, после того, как мы провяжем поворот, у нас останется с вами 10 столбиков по прямой, так как один мы уже с вами провязали в самом начале. Вот что у нас с вами должно было получиться. Вот такое вот дно. Все это дело мы хорошенько поправляем. И вот здесь вот у нас, смотрите, образовались такие дырочки от нашей цепочки из воздушных петель. Вот такие вот. Теперь смотрите. Из середины мотка мы цепляем ниточку и вытягиваем ее. Почему из середины? Чтобы не обрезать вот здесь, не пришивать и так далее. Нам нужно спрятать вот эти вот дырочки, и для этого мы вот сюда, вот в самую середину, откуда у нас выходят первые 3 прибавки, мы вставляем крючок и вытягиваем петельку. Хвостик придерживаем. И теперь соединительными столбиками мы провяжем все наше дно. Вот она, следующая дырочка. Захватываем нить, вытянули и протягиваем через предыдущую петлю, которая у нас есть уже на крючке. Что такое так тяжело? Далее, вот она у нас идет следующая дырочка. Захватываем нить, вытягиваем и протягиваем через предыдущую петлю. Следующая дырочка. Захватили, протянули.
И таким образом мы провязываем полностью все наше дно в каждую дырочку. Вот так вот. Смотрите, мы подошли к концу ряда. Вот здесь у нас осталась последняя наша дырочка, откуда выходят первые наши 3 столбика. Так, вытягиваем петельку посильнее и обрезаем ее. Вот так. Далее. Вот она, видите, наша эта дырочка. С обратной стороны мы вставляем крючок сюда же, в эту же дырочку. Захватываем наш хвостик, который мы обрезали, и вытягиваем наизнанку. С этой стороны хвостик тоже подтягиваем. И вот что у нас с вами получилось. Теперь все наши дырочки спрятались. Далее вот эти хвостики мы с вами спрячем в вязание. То есть вот таким вот образом мы под эти петельки захватываем нить и вытягиваем. Далее снова вставляем под наши задние петельки, вытягиваем и вот таким вот образом прячем наши хвостики в вязание. После того, как мы с вами спрячем все наши хвостики, нам нужно будет хорошенечко отпарить наше дно, чтобы оно было идеальным, ровным. Вот здесь вот эти вот петельки мы с вами тоже должны будем поправить, когда будем отпаривать. Отпариваем всегда изнанкой кверху, чтобы, не дай бог, не испачкать, не прижарить наше дно с лицевой стороны, потому что вот по себе знаю, бывают утюги почему-то вроде гладила нормально, потом раз и пятно, и непонятно из-за чего, и в итоге это желтое пятно не отстирывается, поэтому всегда отпариваем вот с этой стороны, с изнанки. Итак, я отпарила свое дно, ну и вот, в общем-то, то, о чем я вам говорила. Не посмотрела я на свой утюг, прислонила, а там у меня дети с пластилином игрались и, в общем, залепили мне, оказывается, весь утюг. И вот, видите, если бы я сразу начала с этой стороны отпаривать, все вот эти пятна были бы у меня вот здесь на лице. Поэтому обязательно смотрим, проверяем свой утюг, проверяем, чтобы дети не налепили туда ничего. И отпариваем всегда с изнаночной стороны. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Дальше нам нужно подняться первый вспомогательный ряд. Для этого обвязываем мы точно так же, находим, смотрите, последнюю петельку, последний наш столбик, и вставляем крючок вот сюда в середину вершины и под перемычку. Захватываем нить и вытягиваем первый столбик. Вот так. Далее поправляем нашу рабочую нить, выкладываем изнанкой кверху и продолжаем вязать в середину вершины, сзади под перемычку второй столбик. Далее третий столбик, и таким образом мы с вами обвязываем до конца ряда без прибавок в каждую петельку по одному столбику. Вот таким вот образом у нас должно с вами получиться. Обязательно не забываем середина вершины и сзади под вот эту вот перемычку. Итак, я довязала свой ряд до конца, закрыла его хвостиком. В общем, по кругу у меня получилось 40 столбиков без накида. И теперь давайте перейдем к вязанию следующего ряда. Берем рабочую нить, вставляем крючок под вершину нашего последнего столбика. Видите, вот он, откуда выходит наш хвостик. Захватываем нить и вытягиваем первый столбик. Далее мы будем вязать с вами узором шишечки, или еще его называют кожа дракона, то есть по-разному называют. В общем, классный узор. Заводим крючок вот таким вот образом под галочку. Вот так. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем. Вот такая вот у нас шишечка получается. Далее, вот она, наша следующая вершина.
То есть, видите, вот она вершина того столбика, за который мы вывязали шишечку, и вот она следующая вершина. В эту вершину мы вяжем столбик без накида. Вот так. Далее следующая петелька, то есть вот этот столбик мы уже пропускаем над вершиной которого мы провязали столбик. Следующую шишечку мы вяжем уже вот в эту галочку. Заводим крючок за обе стенки нашей галочки вот таким вот образом. Захватываем нить, вытягиваем и провязываем. Вот у нас уже вторая шишечка. Далее, чтобы не запутаться, один пропускаем, это из которого мы вывязывали шишечку, и вот в следующую вершину мы с вами вяжем столбик без накида. Вот так вот у нас должно будет получиться. Далее один пропускаем, и вот сюда мы вяжем новую шишечку. Заводим крючок за обе стенки нашей галочки, захватываем нить, вытягиваем и провязываем очередную шишечку. Далее столбик без накида, и далее новая шишечка. Таким образом мы с вами вяжем до конца ряда, то есть чередуем столбик без накида, шишечка, столбик без накида, шишечка, и так до конца. Вот так. Итак, подошли к концу ряда. У меня остался, видите, последний столбик, то есть вот у нас первый столбик ряда, вот предпоследний, и последний столбик мы вяжем шишечку. И еще смотрите, теперь, чтобы у нас столбики были ровными, красивыми и лежали лицевой стороной кверху, мы с вами вяжем изнанкой наружу. Вот таким вот образом должна лежать нить. Чтобы наши шишечки были такими же красивыми, мы разворачиваем нить вот так, чтобы не было у нас вот такой вот шишечки, а все шишечки были вот такими вот красивыми и аккуратными. Нить держим лицевой стороной кверху. И смотрите, мы зацепили нить, и вот так вот у нас должна выйти наша нить. Теперь закрываем ряд, убираем нашу рабочую нить в сторону и точно так же хвостиком закрываем ряд. И не забываем подтянуть. Итак, смотрите, после того, как мы с вами свяжем первый ряд, ну и после каждого ряда вот этого узора, у нас наше вязание немножко, видите, разворачивается, выворачивается, и все это смотрится не очень, да, все это кривое. Вот такими вот движениями, пальчиками мы выдавливаем наши шишечки на лицевую сторону. И вот с этой стороны у нас получается ровная часть. И вот видите, здесь шишечки, они у нас смотрят внутрь, а вот здесь шишечки, они у нас торчат, так сказать. Поэтому после каждого ряда пальчиками выдавливаем наши шишечки на лицевую сторону. Конечно, если вы не будете их трогать, да, и сразу продолжите вязать, они постепенно выдавятся сами, но желательно сделать это сразу, чтобы потом избежать лишней работы. И вот что у нас с вами получилось. Вот такой вот первый ряд. Далее переходим к вязанию следующего ряда. И теперь смотрите, вот она наша шишечка последняя. Видите, из нее выходит хвостик наш. Берем его на эту сторону, чтобы он нам не мешался. И теперь в вершину этой шишечки мы провязываем первый столбик нашего ряда. Вот так. Далее мы вяжем новую шишечку. Заводим за обе стенки нашей галочки, меняем нить и вытягиваем первую шишечку этого ряда. Вот так. И над шишечкой предыдущего ряда в вершину мы вяжем столбик без накида. Далее снова у нас столбик, видите, между шишечками.
за обе стенки нашей галочки заводим крючок и вывязываем новую шишечку. Далее в вершину предыдущей мы вяжем столбик без накида. И теперь смотрите, если мы все это выровняем, вот что у нас с вами получается. Вот так вот будут идти наши шишечки в шахматном порядке. И третий ряд мы вяжем точно так же, как и предыдущий. Находим, вот она, наша последняя шишечка, последний столбик. И в ее вершину вставляем крючок и вывязываем первый столбик. Далее вяжем шишечку за обе стенки галочки. Мы захватываем нить и провязываем. Далее над шишечкой мы вяжем столбик без накида. И продолжаем вязать так до конца ряда. Итак, я провязала 13 рядов. Получается в общей сложности 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 шишечек у нас должно быть вверх. Итак, я уже разделила маркерами места, где у меня будут ручки располагаться. Для наглядности складываем пополам нашу сумку. И получается у нас 40 столбиков по кругу. Мы делим их пополам, получается 20. По 8 столбиков на места, где будут ручки. И по 12 столбиков у нас остается по краям. Теперь давайте вывязывать ручки. Начинаем точно так же по рисунку. И вяжем наши шишечки до тех пор, пока не дойдем до маркера. Вот так. Дошли до маркера, теперь будем вывязывать ручку. Маркер убираем и набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 воздушных петель. Вот такая ручка у нас с вами должна будет получиться. Далее маркер убираем. И вот в этом месте, получается, мы с вами вяжем шишечку. Вот так. Вот что у нас с вами получается. Далее, до следующего маркера мы с вами вяжем точно так же по рисунку. Провязали последнюю шишечку перед маркером, убираем маркер и набираем 11 воздушных петель для ручки. 1, 11 и продолжаем вязать. Убираем маркер, вяжем на месте маркера шишечку, и вот наша вторая ручка готова. Далее довязываем по рисунку до конца ряда, и я покажу вам, как обвязать наши ручки. Итак, я довязала до конца ряда, закрыла ряд, поднялась выше и провязала начало следующего ряда, дошла до нашей самой первой ручки, и теперь будем обвязывать нашу ручку. Обвязывать мы ее будем очень просто, самыми обыкновенными столбиками без накида. Вот так. Заводим крючок под ручку, захватываем нить и провязываем столбик. Вот таким вот образом мы с вами будем обвязывать нашу ручку. 3 столбика,
Далее 4 столбика. Старайтесь держать нашу нить ровно, чтобы вот здесь, вот в этом месте она не перекручивалась и ложилась лицом. 5 столбиков. Немножко подтянем. 6. 7. 8. Расправляем все это дело, выравниваем. 8. 9. 10. 11. И 12 столбик провяжем для симметрии, чтобы вот здесь у нас было немножко побольше столбиков, чтобы не просвечивалась наша цепочка из воздушных петель. Вот так выглядит наша готовая ручка. Далее мы вяжем точно так же по рисунку. Вершину нашей шишечки мы вяжем столбик и продолжаем вязать шишечки до следующей ручки. Нить немного перекручивается, но это не так страшно. Все это дело можно поправить, расправить, и ничего сложного в этом нету. Вот таким вот образом будет выглядеть наша ручка. Далее по рисунку мы вяжем точно так же до следующей нашей ручки, и после этого провязываем 12 столбиков по нашей второй ручке. Доходим до этого момента, далее довязываем ряд до конца, закрываем его, и наша сумка почти готова. Я обвязала ручки. Осталось нам пройтись соединительными столбиками по краям. Здесь уже ничего сложного нету. Вот этот вот наш хвостик, которым мы закрывали ряды, надо будет потом спрятать в вязание. И теперь смотрите, вот что у нас еще осталось от целого мотка. Теперь, чтобы она не мешалась и никуда не убегала, можно засунуть ее в сумку. И начинаем обвязывать. Вот смотрите, откуда у нас выходит наша нить. Вот под эту вершину мы вставляем крючок рядом, получается, захватываем нить и начинаем вязать соединительными столбиками по кругу в каждую из вершин. Точно так же, как мы с вами обвязывали вот здесь вот до. Прятали дырочки, когда наши. Точно так же вдоль ручки в каждую вершину нашего столбика мы провязываем соединительный. И вот что у нас с вами получается. Таким образом мы с вами укрепляем края нашей сумки, укрепляем заодно наши ручки, ну и плюс придаем ей декоративный вид. Ну вот, в общем-то и все. Моя сумка готова. Я уже одела кольца по бокам 35 миллиметров. И вот такая вот она достаточно вместительная получается. Очень много всего сюда помещается. Можно носить ее как вот так вот маленькими ручками. Также можно одеть вот такой вот ремешок. Заказывала я его, как всегда, на сайте Пряжа Центр РФ. Цвет называется лен. Шикарно подходит, смотрите, какао. И вот такая вот
сумка через плечо у нас получится. Смотрится это все очень красиво. Осталось нам ее отпарить, то есть мы одеваем ее на гладильную доску и сверху паром, не прижимая, не придавливая утюгом, проходимся просто паром. Потом вставляем вот таким вот образом ручки в сумку и расправляем ее, растягиваем в разные стороны, чтобы все наши ниточки сели на место. Обратите внимание, что каждая петелька у меня смотрит лицом сюда. Поэтому обязательно, если вы хотите такое же вязание, обращайте внимание на то, как лежит нить на пальчике. Вот таким вот образом, изнанкой кверху она должна лежать, чтобы у нас получились вот такие вот ровные красивые столбики лицом сюда, лицом к нам, да. И вот таким вот образом лицом кверху она у нас должна лежать на пальчике, когда мы вывязываем шишечки. Тогда все наши шишечки получатся идеально ровными, и каждая ниточка будет смотреть лицом к нам. И, кстати, вот это все, что у нас осталось от нашего мотка. Сумка очень бюджетная, очень вместительная и, в принципе, шикарно смотрится в любом цвете. Подойдет под любую одежду, под любой наряд. Тут точно так же можно, знаете, сделать и замочек. То есть на сайте Пряжа Центр продаются такие замочки из кожи, которые пришиваются. И вот здесь будет такая на кнопочке застежечка. Можно сделать ее. Также можно из остатков. Вот у меня есть остатки разные. Это у меня вот остаток от этой сумки какао. Это остаток от другой моей сумки. Цвет какао с молоком. Смотрятся они вместе шикарно, потому что у них одна и та же основа. И можно сделать сюда кисточку, сочетая вот эти цвета. Спасибо всем, кто смотрел мое видео до конца. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. И вы узнали для себя что-то новое. В этом видео я постаралась максимально подробно показать и рассказать все. И еще раз спасибо. Переходите на мой канал, посмотрите, там еще есть очень много разных всяких видео. Ну и не буду отвлекать много вашего времени. До новых встреч, пока-пока!